В этом видео мы рассмотрим типы данных, с которыми можно работать в GraphMacInf 3D, а также процесс загрузки данных и форматы. Загружать данные можно либо через меню «Файл», «Открыть» и «Импорт», либо через дерево проекта. Сохранение также осуществляется через меню «Файл», вкладки «Сохранить» и «Экспорт». И также сохранять данные можно и через дерево проекта. Если требуется удалить данные из проекта, то это можно сделать через меню «Редактировать», «Удалить», либо через дерево проекта. Перейдем к рассмотрению типов данных и к их загрузке, и будем для этого использовать дерево проекта. Первый элемент дерева проекта – это сеточные модели. Сеточная модель – это некоторый объем, заполненный физическими свойствами, и этот объем разбивается на ячейки, имеющие форму прямоугольного параллелепипеда, и все ячейки имеют одинаковые размеры. При этом сам объем также по умолчанию имеет форму прямоугольного параллелепипеда, но при визуализации его можно обрезать по произвольному полигону. О визуализации мы будем более подробно говорить в следующих видео. А теперь рассмотрим сеточные модели. Они включают в себя распределение плотности, которое может использоваться для решения прямой и обратной задачи гравиразведки, распределение намагниченности, необходимое для решения прямой и обратной задачи магниторазведки, скорости продольных и поперечных волн, которые могут использоваться для построения стартовых моделей, и также регуляризатор, который используется для регулирования процесса решения обратной задачи. Загружать сеточные модели в проект можно из файлов, имеющих встроенный формат GraphMacInf. Также можно загружать данные из формата SIGY и из текстовых таблиц XYZ. Импорт текстовых таблиц XYZ находится во вкладке «Импорт 3D Grid XYZ». Остальные форматы можно загружать либо через меню «Файл открыть», либо через дерево проекта. Нажимаем правой кнопкой мыши по плотностной модели, выбираем пункт «Открыть» и дальше проверяем, что выбран правильный тип файла, и следом выбираем путь к файлу. Плотностная модель загружена в проект. Отмечу, что расстояние в программе измеряется в метрах, и плотность измеряется в граммах на сантиметр в кубе. Кроме того, вертикальная ось направлена вниз, то есть глубины имеют положительные значения. Аналогично загрузим распределение намагниченности. Намагниченность измеряется в амперах на метр. В общем случае в программе направление намагниченности не обязательно должно совпадать с направлением нормального поля, но об этом мы будем говорить уже в видео, касающихся моделирования. Аналогичным образом можно было загрузить скорости продольных поперечных волн и регуляризатор, но будем двигаться далее и перейдем к следующему элементу дерева проекта, так называемые 3D-гриды. Данная сущность идентична сеточным моделям, то есть 3D-гриды тоже являются объемом, разбитым на ячейки и заполненным некоторыми свойствами. 3D-гриды можно использовать для загрузки в проект данных, не попадающих под категории имеющихся в сеточных моделях. Например, в 3D-гриды можно загрузить распределение удельных электрических сопротивлений и, в принципе, что угодно. Кроме того, 3D-гриды могут использоваться для хранения промежуточных этапов моделирования. Текущую плотностную и магнитную модель можно сохранить в 3D-гриды, и при дальнейшем моделировании всегда можно будет посмотреть, как выглядела модель ранее, и кроме того, также любой 3D-грид можно задать в виде любой сеточной модели. Для того, чтобы загрузить новый 3D-грид из файла, необходимо нажать правой кнопкой мыши по 3D-гридам в дереве проекта и выбрать пункт «Открыть». Дальше выбираем файл. Формат такой же, как для сеточных моделей, и он добавляется в проект. Чтобы визуализировать 3D-грид, необходимо 2 раза левой кнопкой мыши нажать по нему в дереве проекта. Отмечу одно важное отличие между 3D-гридами и сеточными моделями. Сеточные модели, имеющиеся в проекте, всегда хранятся в оперативной памяти для быстрого доступа к ним при моделировании. 3D-гриды, в свою очередь, хранятся на диске и загружаются в оперативную память только в случаях, когда они визуализируются и когда они используются для математических операций. То есть с помощью использования 3D-гридов можно оптимизировать потребление оперативной памяти при работе с программой. Переходим к следующему элементу проекта – это слои. В программу можно загрузить информацию о глубинах границ,
Эта информация может использоваться как при построении моделей, так и при решении обратной задачи. Но об этом более подробно будем говорить в следующих видео. Чтобы загрузить информацию о слоях, необходимо нажать по ним правой кнопкой мыши, выбрать пункт «Открыть» и далее указать путь к одному или к нескольким файлам. Файлы должны иметь формат grid или zmap. Выбираем файлы, и они загружаются в проект. Мы можем заметить, что при загрузке двух границ появилось 3 слоя. При этом кровля верхнего слоя по умолчанию не визуализируется, но ее можно включить с помощью менеджера свойств. Границы должны задаваться в глубинах, то есть глубинам должны соответствовать положительные значения. Но если вдруг файлы имели абсолютные отметки, то есть задавались в отрицательных глубинах, это можно исправить с помощью вкладки «Редактировать горизонты абсолютной отметки глубина». Переходим к следующему элементу дерева проекта – это тела. Тела – это элементы блочной модели, которые также может использоваться для решения прямой и обратной задачи гравиразведки и магниторазведки. Тела можно создавать вручную в проекте с помощью опции «Добавить тело», и также их можно загружать из файла. Файл с телами должен быть текстовым и имеет следующую структуру. Под каждое тело отводится 6 строк. В первой строке указывается название тела, здесь может быть написано абсолютно произвольное наименование. Во второй строке указываются некоторые параметры тела. Первое значение – идентификатор. Более подробно мы рассмотрим это в следующих видео, но сейчас можно отметить, что телу, имеющему форму сферы, соответствует идентификатор 0. Далее указывается значение плотности в граммах на сантиметр в кубе, модуль намагниченности в амперах на метр и направление намагниченности в градусах. Соответственно, первое значение – это наклонение, далее склонение. Точнее, наоборот, сначала указывается склонение, 10 градусов – это склонение, а потом наклонение. В следующих строках, в следующих 3 строках указываются геометрические параметры. Для сферы в 3 строке указываются координаты центра сферы. В 4 строке указывается радиус сферы. И в 5 строке, как и для всех остальных геометрических тел, указываются параметры поворота вокруг осей x, y и z в градусах. Наконец, последняя строка для каждого тела – это его расцветка. В RGB каждый цвет задается значением от 0 до 255. В данном случае сфера будет иметь зеленый цвет. Далее указываются соответствующие строки для следующих тел, то есть указываем название второго тела. У него идентификатор 1, который соответствует цилиндру. Для цилиндра в 3 строке указываются координаты верхней кромки, координаты центра верхней кромки. В 4 строке указываются радиусы полуосей сечения и также высота цилиндра. Далее, так же как и ранее, указываются параметры поворота вокруг каждой оси и цвет. Ну и, наконец, в данном файле третье тело, оно имеет название параллелепипед, у него идентификатор 2, соответствующий прямоугольному параллелепипеду. В 3 строке для прямоугольного параллелепипеда, так же, как и для цилиндра, указываются координаты центра верхней кромки. В 4 строке указывается ширина вдоль каждой оси. И последние 2 строки идентичные, указываются углы поворота и расцветка. Загрузим данный файл. Мы можем увидеть, что тела появились на объемной модели, и также их проекции на горизонтальную плоскость должны визуализироваться на картах, если выставлены соответствующие размеры карты. О моделировании с помощью тел будем говорить в следующих видео. Сейчас перейдем к полям. В проект можно загрузить наблюденные поля. Они загружаются из файлов такого же формата, как и слои, то есть это grid-файлы. Для загрузки наблюденного гравитационного поля нажмем по нему правой кнопкой мыши и выберем пункт «Открыть».
Аналогично можно загрузить наблюденное магнитное поле. При загрузке магнитного поля программа предлагает выставить параметры нормального магнитного поля, модуль индукции и склонение наклонения. Если вы выставляете параметры, то программа предлагает также задать имеющимся магнитным моделям в проекте направление намагниченности по нормальному полю. Можно с этим согласиться, либо отказаться. Также параметры нормального поля в дальнейшем при моделировании можно менять. Переключаться между полями можно в окне с картой с нажатием правой кнопкой мыши. Переходим к следующему элементу дерева проекта. Это рельеф. В проект можно загрузить рельеф, который может использоваться как для обрезки модели и визуализации, так и для решения прямой и обратной задачи. Для того, чтобы загрузить рельеф, необходимо указать путь к файлу, имеющему такой же формат, как и поля или слои. При этом рельеф может задаваться как в абсолютных отметках, так и глубинах. При загрузке программа спросит, в каких отметках задается рельеф, задается ли он в абсолютных отметках, ну или если нет, то подразумевается, что он задается в глубинах. Если рельеф задан в абсолютных отметках, то есть вертикальная ось направлена вверх, то вы можете нажать «Да», и он инвертируется и подстроится под вертикальную ось программы. Также можно добавить рельеф как границу в грид, либо не добавлять. И также можно задать рельеф как расчетную поверхность, но даже если вы сейчас выберете какой-то пункт, его в дальнейшем можно будет поменять. Можем увидеть, что рельеф загрузился. Сейчас его не видно под верхней границей, но выглядит он вот так. Если вдруг при загрузке вы ошиблись с направлением вертикальной оси рельефа, то его можно всегда инвертировать с помощью дерева проекта. Переходим к следующему элементу проекта. Это карты. В проект можно загрузить некоторые площадные данные, и загружать их можно из файлов также grid или zmap, то есть таких же, как наблюденные поля или свои границы. При этом в картах можно также хранить наблюденные и рассчитанные поля. То есть если у вас имеется некоторое поле, его можно сохранить в карты и в дальнейшем использовать при анализе и моделировании. Также в картах могут храниться трансформанты полей и любые площадные данные. Для того, чтобы загрузить карты, выберем пункт «Открыть» и выберем сразу же несколько файлов. Все они появятся в проекте. Для того, чтобы открыть карту в новом окне, необходимо нажать по ней правой кнопкой мыши, левой кнопкой мыши 2 раза. Откроется новое окно. Если вы открыли несколько карт, то у них будет совмещенный курсор. Также совмещаются все изменения размеров. И если вы меняете размер окна с карты, то его можно подстроить для всех карт. Также любую карту можно задать в качестве наблюденного поля, любой компоненты магнитного поля или наблюденного гравитационного поля. И также как рельеф. Следующий элемент проекта – это разломы. Разломы можно загружать из файлов формата Charisma. Ссылка на описание имеется в инструкции к программе. Файл с разломами содержит информацию о поверхностях разломов. И при загрузке файла они появляются, разломы появляются как на 3D-модели, так и на картах. То есть на картах визуализируются проекции на горизонтальную плоскость. Любые элементы на картах можно включать и отключать. Также можно и на объемной модели включать или отключать визуализацию разломов. Следующий элемент – это профили. Профили можно добавлять как в проекте. Их можно добавить с помощью задания явных координат, либо можно добавить профиль непосредственно на карте интерактивно, указав начало и конец. Кроме того, профили можно загрузить из файла. Текстовый файл должен иметь расширение BLN и иметь следующую структуру. Перед каждым профилем указывается количество точек,
этого профиля. Далее указываются координаты точек профиля. При этом, если профиль имеет больше, чем 2 точки, то есть не только начало и конец, но и некоторые промежуточные точки, то он будет разбиваться на прямолинейные участки. Откроем профили. Профиль визуализируется в виде серых линий. Мы можем отключить все остальное, чтобы видеть только профили. По каждому профилю можно посмотреть разрез. Будут видны срезы по картам, также по сеточным моделям. И, кроме того, будут видны тела, которые пересекают профиль. Кроме того, профили можно визуализировать на объеме. Сейчас у нас не визуализируется сеточная модель, а нужно переключиться. Для того, чтобы визуализировать профиль на объеме, необходимо выбрать тип сеточной модели, с которой нужно делать срез. Например, с плотности или с намагниченности. Следующий пункт в дереве проекта – это скважины. Скважины можно загрузить для визуализации их на объеме и на картах, и загружаются они из файла, имеющего следующую структуру. Файлы с скважинами текстовые и записываются в виде таблиц. Первая строка заголовочная, в ней в целом может быть написано что угодно, поскольку данные определяются исходя из номера столбца. В первом столбце указывается имя скважины, во втором столбце указываются координаты x в метрах, во втором столбце указываются координаты y в метрах, дальше указывается абсолютная отметка устья скважины, далее указывается глубина скважины и радиус скважины, который в первую очередь используется для визуализации на объемной модели. И его можно будет поменять. Разделителем между столбцами можно использовать пробел или знак табуляции, и, соответственно, данные символы не нужно использовать в названии скважины. Откроем скважины. По умолчанию скважины раскрашиваются желтым цветом. Цвет скважины и также ее параметры всегда можно поменять в дереве проекта и менеджере свойств. Также можно подписать название скважин на картах и можно поменять радиус при визуализации на объемной модели. То есть можно сделать скважину пошире, чтобы ее было лучше видно, либо наоборот поменьше, чтобы она не занимала много места на объемной модели. Наконец, последний элемент в дереве проекта, отвечающий за данные, это геометрические объекты. В проект можно загружать геометрические объекты, которые будут визуализироваться на картах, и также их можно использовать для обрезки сеточных моделей. Геометрические объекты могут представлять собой линии или полигоны. Например, вы можете выделять линиаменты, либо некоторые аномальные зоны с помощью полигонов. Также геометрические объекты можно добавлять вручную, то есть можно на карте добавить вручную полигон или линию. Загрузка геометрических объектов осуществляется из shape-файлов. Вот, и они добавляются в проект. В данном случае shape-файл содержал один полигон, и он добавился к проекту. При моделировании также рекомендуем сохранять промежуточные результаты моделирования в файл проекта. Это можно сделать через меню «Файл», «Сохранить проект», либо через сочетание клавиш Ctrl-S. При первом сохранении программа вызовет окно проводника, в котором необходимо указать путь к файлу. При дальнейших сохранениях файл проекта будет перезаписываться. Если вы хотите сохранить проект под новым названием, необходимо выбрать меню «Файл» и активировать пункт «Сохранить как». Тогда можно будет указать новое имя файла, и проект уже будет сохраняться в новый файл.
Сохранение отдельных элементов, как я уже говорил ранее, можно осуществлять через меню «Файл», «Сохранить» и «Экспорт», и также при нажатии, соответственно, по соответствующему пункту в дереве проекта правой кнопкой мыши и выборе пункта «Сохранить». В следующих видео мы более подробно рассмотрим настройки проекта и процесс моделирования.